Получится попасть. Опа, попал. А там есть еще пень. Еще чуть-чуть. И тут. Теперь будем выбираться обратно. Взад. Выбираться. Опа. И вот еще дятел тут пробил. Да, какой глубокий снег. Дятел пробил. Продолбил. Долго дятел. Ой, какой долго дятел. Ну что, вроде туда снег мне не запал. Вот почему надо так делать. Береза тут есть. Вот. В общем, остановимся-ка мы вот на вот этом ревне. Его будем мельчить. Его будем мельчить. Буду продвигаться туда, в ту сторону. Ветки отламывать, бревно перепиливать. Такая вот будет у меня работа. Готовиться надо к лесоповалу. Ну что ж, приступим к приготовлению гречки. Вода уже там закипела. А время-то уже почти 2 часа. Вот гречка. В последнее время я часто ем гречку. Почти каждый день. По много. Сейчас мы ее будем отмерять. Вот этой как раз крышечкой такой. Отмерили. Вот столько гречки имеется. Вот туда. По идее, ее, конечно, надо промывать, но не знаю. Получится ли это сделать? Ох, вот вода. Значит, нам надо примерно 2 вот такие кружечки, а вода-то горячая. Раз. 2. Еще чуть-чуть, считай, на недобор.
Вот. Потом я еще чай заварю. Да, попала кора туда. Привкус у воды специфический. Очень хороший котелок. Добавляем туда соль. Вот. Титановый котелок, а это алюминиевый. И на огонь. Ух. Ток-ток-ток. Носки всякие и прочее, не гореть. Пока у нас тут происходит варка гречки. О, все тут почти высохло. Но это совсем высохло. Пока сюда положим носки, клавиши. Стельки будут сохнуть. Вот тут. А я буду заготавливать для печки не очень длинные такие, не очень-то длинные вот. И складывать их тут вот. Это я буду на печке потом. Конечно, может быть, их и стоило бы расколоть. Может быть. Ну, попробовать, конечно, мачете их расколоть. Так они будут гореть веселее. Ну ладно, их посушу у костра. Вот пилю прямо по сучку. О, какие. Конечно, можно было бы катанобоем попробовать. Но для катанобоя это как слону дробина. Такие. Это вот такой вот пилой. И как раз удобно. Она лежит у меня тут как на подставке. И я пилю, складываю эти, чтобы они в снегу не валялись. Вот 4 таких, это как раз печь загрузить. Что-то снег пошел, что ли? А может, с деревьев, не знаю. Вот. И так вот я ее попилю. Для печки это хорошие дрова, сухая сосна.
Но, конечно, это требует определенных усилий. Но небольших, прямо скажем. Жалко, что у меня раньше таких не было. Я не знал про эти пилы. Фух. Титанобоем. Ну нет, это слишком. Его надо крепить, потому что он будет зубьями рвать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну вот штучек 8 я отпилю. О. 7. И 8. А это, ну, посмотрим. Конечно, можно попробовать их и расколоть. Мачете, это интересно. Но у меня мачете тонкое, оно расклинивающего-то действия почти не имеет. Ну вот, 8 я отпилил. Это уже для печки так нормально будет. Гамтаро. Ну что, попробуем расколоть. Хотя, сдается мне, что это затея дурацкая. Но почему бы и нет. О, можно, получается. Опа. Батонинг. Такие для печки еще лучше, конечно. Сейчас несколько штучек раскалю. Разбатонлю их. Вот так. Лучше такие выбирать, у которых нет сучков. Вот тут уже готовое есть.
зона раскола. Ну чё, не хочешь колоться? Да, далеко не всегда это получается так уж легко. Ну надо ж как. Где-то, видимо, все-таки там уперлась об сучок. Пробуем с другой стороны ее вскрыть. О как гармошкой пошло. О, все же можно, если постараться. Ух ты, что-то гречка у меня гипер-мега кипит. Вот. Что там с ней? Горел, что ли? Да. Вот говно. Хотя нет. Да вот немножко. Да, не уследил. Пока батонил тут. Ну ладно, это не беда. Это не беда. Сварилась и ладно. Вот. Так что мачете можно использовать для вот таких работ. Ой. Да, произошла небольшая авария, а именно подгорела гречка слегка. Ну что ж, сам виноват. Отвлекся, а когда костер, отвлекаться нельзя. Нельзя отвлекаться.
В наказание за это буду есть с пригарышами, чтобы свыкнуться с мыслью о необходимости следить тщательно за тем, когда на костре что-то стоит. Так порежу его грубо. Кое-как. Это не важно. Вот, кстати, ловко. Так. Этот нож я точил алмазными брусками, перетачивал немножко. Режущую кромку очень острый, страшно даже. Вот она. 4 или сколько там микрон, самый последний брусочек. Очень острый. Надо, конечно, еще вот этот вот спуск доработать. Но это я подумаю, как. Тоже бруском, может, выровню. В общем, купил я 2 бруска. Грубый брусок. Ну, то есть средний. Я там не помню, какой-то 120, что ли там. В общем, двухсторонние. И мелкий брусок. 40-60, что ли. И, а может, 20-40. И, не помню, 15 там. В общем, короче, самый из них последний, по-моему, что-то там типа 4 микрона. Ну, я уточню. Сейчас на память не помню. В общем, 2 бруска, на них 4 поверхности. И вот этими 2 брусками можно что угодно заточить, вывести и привести в острое, очень острое состояние. Точил с помощью машинки Руксин Pro. Так, еще рано его убирать. А вот мидии. Здесь, наверное, не часто они присутствуют, эти мидии. О, как он режет. А в них масло растительное. Ну, много масла. А, хотя можно и все вылить. На лук. Его. Вот. Мидии в масле. Это и мидии, и масло. Веневскими брусками точил. Хорошие бруски, но, конечно, дорогие. Но, как и в случае с пилой, что дорого, то мило, а что дешево, то гнило. Тут уж вариантов нет особо. Тем более это очень твердая сталь. Ее чем-то кроме алмаза точить очень трудно. Это японцы там умеют на камнях, вручную, угол, все соблюдают. Нам до них далеко. Поэтому я на машинке заточил 4 разными зернистостями. Может, конечно, и больше было бы, и всякие там притиры, то все. Но что есть, то есть. И так неплохо. Сейчас буду лук жарить. Потом гречку добавлю, мидии, посолю, поперчу и буду есть. На костре буду делать. А печь потом просто протоплю в палатке, посижу там, погреюсь, отдохну, полежу такой, подумаю там о своем. Есть о чем подумать.
Солнце вышло, кстати. Чудо, не ожидал. Прям яркое солнце. Я думал, все пасмурно будет. Нет. Чудо случилось. Ну ладно, буду жарить. Тык. Как же ее разместить-то? Вот. Кстати, я на котелке я сижу. На нем еще и сидеть можно. Такой котелок. Масло от мидий напитано воспоминаниями о море. Чилийские мидии. Там вулканы каждый день извергаются. Лучок-то. Одна луковица у меня была. Чеснок есть еще, но не знаю даже, буду добавлять, не буду. И вот жар самый. О, как парит. Часть масла я солью, наверное, потому что слишком жирно будет. Чересчур много масла. Вот. Лучок быстро в таком режиме приготовится. Конечно, с гречкой я затупил. Ну, что поделаешь. Не бывает розы без шипов. Так и приготовление на костре. Оно, конечно, хорошее дело, но случается... На Селигере вот у меня был случай. Суп рыбный я решил сварить. Да опять же отвлекся. Что-то там закопался. Прихожу, а картошка уже подгорела. Это такой запах неприятный был. Но только мясо рыбное поел. А супа не поел совсем даже. Все вот по глупости. Слаб человек. Слаб. Вот лучок. Вкусно с луком гречку есть. Без лука тоже можно. Кстати, у меня еще майонез есть. Ох, сейчас еще перец принесу. С перчиком. А чеснок можно так порезать потом. Когда много масла, лук он как во фритюре становится такой. Сейчас через пару минут уже готов будет. Так что, в принципе, печку я мог бы даже не брать вовсе. На одном костре только все делать. Но пока я такой костер развел, это, конечно, время занимает. Пока все вот тут растает, все туда-сюда.
целый день. А Петьку раз загрузил туда дрова, и все готово. Вот какой лук получается. Есть такой уже. Да, почти готов. Фритюрный лук. Очень вкусный. Практически все. Вот что значит масло. Китайцы-то они не дураки совсем. Ух, тут огонь какой. Какой огонь. В кипящем масле все готовят. Быстро, надежно, вкусно. Ой. Сейчас будет огненное шоу, фаер-шоу. О, как подбавил масло в огонь. Ну, не все, конечно, но немножко избыток слил туда. О. Теперь добавляем туда гречку. Эх, с пригарышами. Ну, что делать? Судьба, судьба. Быть идиотом — это судьба. А я и не отрицаю, что я глупый человек. Это как раз кто отрицает. А тут что отрицать? Да? Не очень-то я умен. Что поделаешь? Вот. Это уж кому как дано. И поэтому буду есть с пригарышами. Ну, буду считать, что это такая приправа. Как бы оригинальная. И сюда же и мидии добавляются. Мидии добавляются. Экологическая вахта. Опа. Сейчас сгорит все. Разогрею чуть-чуть гречку, и можно есть. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот какие припасы есть. Майонез, чеснок. Чесночку пару. Много-то его. Чуть-чуть чесночку. Чтоб, может, он как бы эти огарки немножко в руки не изрезать. Такое лезвие. Вот так. Острый перец. Майонез превращает мою снеть в деликатес. Это в память
о великих походах, которые... Водник такой есть, Виктор Рогов. Ох, очень люблю его видео смотреть. Такой очень грамотный водный турист. Вот он майонез берет с собой, много майонеза. Все с майонезом там ест. И поэтому выдерживает даже уже, ну как он солидный, такого возраста мужчина. Майонез помогает ему преодолевать 50-60-дневные там походы. Здоровье укрепляет майонезом. Ну вот такая вот у меня стрёмная масса. О, видны черные сгоревшие зерна гречки. Вот сейчас я это все разогрею, съем, и уже до вечера вряд ли мне что захочется есть. Ну, заодно исследуем влияние горелой гречки на организм. Надо привыкать ко всему. Когда-нибудь, может, и горелая гречка покажется вожделенным деликатесом. Не хотелось бы, но от нас это не зависит. Нельзя зарекаться. Она сейчас еще больше подгорит. Его будет здорово. Мидии тут, я думаю, не часто бывали в этих краях. Вряд ли кто их сюда привозил. Ой-ой-ой, не падать, только не это. Ох, кошмар горячо. А гречка еще не нагрелась. Я чуть руку не обжег. Готовить лучше вот на таком костре, не на сильно огненном, а где вот угли такие, пламя такое слабое. Никак. Вот они каши-то. Зимой сложно с ними. Конечно, надо накрыть чем-то, но... Никак. Никак она... Чуть-чуть бы согрелась, да и достаточно. Ну-ка. О, нормально. О. Ох. Ну что ж, попробуем поесть это дело. Насколько съедобно. Ну
Кстати, напоминает по вкусу, как вот шашлык бывает, немного пригорает, вот корочка. Хотя я уже много лет мясо не ем, но я помню. Ну такое, ничего, да эти пригарки не страшные. Очень шашлычный такой вкус. Как будто ем гречку с шашлыком. Интересно. Да. Очень-очень вкусно. Но один в один шашлык. Вообще удивительно. Эти вот пригоревшие кусочки гречки, они в сочетании с мидиями дают вот ощущение и запах, и вот саму консистенцию очень похожую на шашлык, такой слегка подгоревший. Они не противные. Надо же, шашлыка поел. Не ем я мясо с 2017 года, с осени. Уже выходит сколько лет? 7 лет. Ой, ну и сытное блюдо. Жирное. 7 лет. Ну как мясо? Рыбу я ем, морепродукты я ем. Будет мясо крокодила какого-нибудь, тоже съем. Не ем мясо теплокровных существ. То есть говядину, свинину. Баранину. А также мясо птицы. Вот это я не ем, а все остальное ем. Да. Шашлык.
Быстро очень остывает. Как бы не пришлось еще разогревать. Кстати, из продукции птицеводства яйца я ем, куриные, перепелиные. Перепелиные в последнее время очень редко. Ой, что-то я объелся. Такое вкусное блюдо. Ой, еле-еле залазь. Но осталось немного. Помню впервые, как я шашлык попробовал. Ну, такой не самодельный, который делают там где-то на углях, в лесу, или еще где, а покупной. Было дело в Каунасе. Я еще во 2 классе, по-моему, учился. Маленький был еще. Может, в 3. В общем, в ту пору я частенько ездил летом в Литву. Почти каждый год. Так, наверное, со 2 по 6 класс. Это был, соответственно, 84 до 88 года. Вот в какой-то из этих лет да, остыло. Ну ладно. Там уже перестройка началась, кооператоры, то все. И вот кооператоры продавали шашлык. Ну, там буквально 2-3 кусочка, чайная ложка кетчупа, и в это дело была воткнута маленькая такая прозрачная вилочка пластиковая. Вот это для меня, конечно, был шок. Никаких пластиковых вилочек прозрачных, там они были розовые, синие, там всякие, желтые. Ну, шашлык был неплохой. Вообще в Литве очень продукты хорошие. Впервые я там попробовал сыро-вяленое мясо. Был просто потрясен его вкусом. Иногда смотрю на Google картах город Каунас, водохранилище там есть рядом, замок. Все это вспоминаю и понимаю, что, скорее всего, уже никогда в жизни я там не окажусь. Ни на этой улице Лиепай там. Нет. Все, дороги назад нет. Хотелось бы, конечно, посмотреть, но понимаю, что никто меня туда не пустит. Музей чертей там я ходил.
Как раз он недалеко от того места был, где мы там жили. Я даже некоторые литовские слова изучил. Потому что там всегда не очень хорошо относились к тем, кто по-русски говорит. Поэтому, приходя, скажем, в столовую, я на литовском языке говорил, что мне там надо. И никаких проблем не было. А сейчас я эти все слова забыл. Помню, что все на «с» кончалось. Счастливое воспоминание. Туда не вернуться. Вот и все. Съел я гречку, и мидии, и лук, и чеснок. Поразглагольствовал. Вкуснота. Так что пригарыши, пригарыши. Пригарыши. Надо морду до лица немножко снегом протереть. Ой, теперь буду чай заваривать. Ой, вкуснота. Шашлык вспомнился. И Литва, и детство. Ой, ни того, ни другого, ни третьего в моей жизни не будет точно. Ну, может шашлык будет, может даже Литва будет. Но детства уже не будет. Скорее всего, не будет ни того, ни другого, ни третьего. Да и ладно. Тут небо светлое.